Быстрые, ловкие и абсолютно бесстрашные создания, способные бросить вызов гигантским ядовитым змеям. Они могут охотиться в одиночку и давать отпор самым опасным обитателям Африки. Но все же их жизнь нельзя назвать легкой, ведь в суровых условиях саванны опасность может поджидать не только за каждым кустом, но и в воздухе. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – египетские мангусты. Египетский мангуст – типичный представитель своего семейства, которого можно узнать по невероятно длинному хвосту с кисточкой, плотному телосложению и серо-коричневой окраске. При длине тела около половины метра хищник может весить до 4 килограмм. В основном зверьки встречаются в Северной и Восточной Африке. Кроме того, это единственный мангуст, обитающий в Европе. Египетский мангуст имеет типичный арсенал универсального хищника. Острое зрение помогает обнаружить цель на приличном расстоянии. Крупные глаза дарят возможность видеть в темноте. Отменный слух позволяет уловить присутствие добычи или затаившегося врага. А превосходное обоняние дополняет картину происходящего за пределами обзора, что особенно актуально в высокой растительности. В отличие от многих хищников, эти зверьки выходят на промысел днем. Их близкие родственники, карликовые и полосатые мангусты, живут и охотятся большой дружной стаей, полностью полагаясь на помощь себе подобных в любой ситуации. Такая организация заметно упрощает жизнь среди множества опасных и ядовитых созданий. Однако египетский мангуст выбирает другой путь и чаще всего путешествует в одиночку. Типичными жертвами охотника становятся насекомые, мелкие млекопитающие, а также птицы и их яйца. В поисках пищи хищник исследует каждую щель, где может скрываться добыча. Длинные когти превращают зверька в искусного землекопа, что дает ему возможность добраться до, казалось бы, надежно укрывшейся мишени. Но, разумеется, самая известная и опасная добыча мангуста – змеи, а с учетом ареала обитания, многие из них являются чрезвычайно ядовитыми. На пути охотника может встать кобра или даже черная мамба – самая быстрая змея на планете, яд которой считается одним из наиболее токсичных на континенте. Однако ловкость, гибкость и молниеносная реакция позволяют мангустам не только уворачиваться от прицельных атак, но и успешно атаковать змею. Конечно, в разгаре сражения можно пропустить укол, однако годы эволюции в тесном соседстве с ядовитыми созданиями подарили мангустам повышенный иммунитет к токсинам рептилий. Но в любом случае атака столь опасного противника может стать фатальной. Опытные хищники способны быстро справиться с рептилией. Набрасываясь на добычу, мангуст вгрызается в голову, и хотя челюсти хищника недостаточно сильные, острые как бритва зубы быстро делают свое дело. А с обезвреженным противником можно уже не церемониться. Змея, в разы превосходящая охотника в размерах, сполна утолит самый зверский аппетит. В Испании особым вниманием мангустов пользуются многочисленные кролики. Эти животные быстры и бдительны, но порой они предпочитают затаиться и переждать опасность. Однако от искусного охотника не просто спрятаться, и внезапная атака может застать жертву врасплох. Силы челюстей не хватает, чтобы удержать добычу, и кролику удается сбежать. При этом мангуст не собирается сдаваться, и, используя отменное обоняние, он без труда находит раненую цель, у которой не будет второго шанса на побег. Не менее заманчивой мишенью становятся грызуны, которые, хоть и обладают удивительной прыткостью, зачастую не могут тягаться с быстрым, гибким и ловким охотником, способным настигнуть самую проворную добычу.
Невзирая на принадлежность к отряду хищников, мангусты не прочь разнообразить мясную диету фруктами и ягодами, что помогает поддерживать баланс витаминов и минералов и попросту утоляет голод при отсутствии типичной добычи. Для повышения эффективности охоты египетские мангусты могут путешествовать парами или даже небольшими группами. Обычно они предпочитают свежее мясо, но в тяжелые времена зверьки не упустят возможность подкрепиться падалью. Несмотря на то, что такого запаса хватит на всех, гигантская туша становится предметом спора, ведь эти зверьки славятся свирепым нравом и могут затевать драки даже внутри своей маленькой группы. В экстренных случаях мангуст становится абсолютно бесстрашным и может дать отпор самому серьезному противнику. Конечно, эти львы не голодны, но даже находясь в безопасном месте, зверек отчаянно нападает, пытаясь прогнать врагов подальше. С точки зрения кошек, такое поведение совсем не типично для жертвы, поэтому они предпочитают не связываться с маленьким, но отважным созданием. В целом, с учетом скромных размеров, у мангустов немало врагов, но особенно опасными становятся хищные птицы, для которых небольшой зверек является идеальной мишенью. Однако за счет бдительности и маневренности мангуста не так просто застать врасплох, а в опасной ситуации он скрывается в высокой траве или спешит в ближайшую нору, где его вряд ли кто-то потревожит. Норы, которые выкапываются самостоятельно или остаются после других животных, становятся превосходным убежищем и местом для выведения потомства. Уже в возрасте 4 месяцев детеныши всюду следуют за матерью и пытаются охотиться самостоятельно. Но, несмотря на успехи, шансы выжить без поддержки очень малы. Подростки по-прежнему во многом зависят от матери и будут с ней весь первый год жизни. С давних пор египетского мангуста почитали за то, что иногда он разоряет гнезда крокодилов. Кроме того, раньше мангустов держали в качестве питомцев для борьбы со змеями. Однако сегодня животные страдают от исчезновения среды обитания. Хотя в целом огромный ареал, высокая продолжительность жизни, которая в естественных условиях может превышать 10 лет, и умение приспосабливаться к различным условиям способствуют сохранению популяции, и в настоящее время благополучию этих бесстрашных охотников ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!